Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я покажу вам две новые раскраски, которые я приобрела в магазине Бук24. По сути дела, они мне достались, в общем-то, одна раскраска, можно сказать, бесплатно, вторая с огромной скидкой. Первая раскраска, которую я хочу показать, в общем-то, я и приобрела ее. Самую первую, это цветовой квест Колористик. Мне пришло сообщение, что начислено 150 рублей, 150 бонусов, и у меня там было еще 20 с чем-то. Я повыбирала, что хотела бы приобрести, и в итоге остановилась на цветовом квесте. Стоила эта раскраска 200 с небольшим рублей, и по итогам я доплатила только 26 рублей. В общем-то, согласитесь, за 26 рублей это очень хорошая покупка. Изначально, как вы знаете, просто кто смотрит постоянное видео, я к данной раскраске, вообще к данной серии отнеслась довольно-таки скептически и вообще не покупала. А потом все-таки познакомилась с данной серией, там какая-то новинка вышла, вот «Мир животных», и с огромной скидкой, или даже по сути бесплатно, я приобрела вот в Бук24. Она мне очень понравилась, я в ней постоянно раскрашиваю, уже раскрашено много. И в этот раз думаю, возьму еще одну. Она классная, здесь есть вот уже готовый фон, что хорошо, потому что, она односторонняя, маркерная, и не нужно тратить маркеры на фоны. Большой плюс. И разнообразие. Здесь номера, точки, пиксели, типа как витражи. Много всего. Такой интересный досуг с этой раскраской. В общем-то, как раз-таки огромный плюс то, что тут односторонние иллюстрации, чем хотите, тем и раскрашиваете. Мы ее обязательно с вами полистаем, и «Мир животных» тоже, хотя она у меня уже довольно-таки заполнена, просто я не стала тогда ради одной раскраски обзор снимать, но я люблю, чтобы обзоры на все были, поэтому снимем сразу на два. Так вот, на следующий день мне ее в пункт выдачи доставили, я уже собралась ехать получать заказ, и тут мне пишут, что вам начислено еще 300 рублей. Я, естественно, заказ не поехала получать, думаю, надо еще один сделать. И в итоге я выбрала себе раскраску Ханны Карлсон «Заколдованный лес» и заплатила за нее всего 120 рублей. Опять же, согласитесь, для издания в твердой обложке, такой классный, качественный, 120 рублей, это, считаете, просто бесплатно, вообще подарок какой-то. Я изначально ее прям так брать не планировала, в том смысле, что мне этот иллюстратор нравится, но у меня много раскрасок, и как бы я подумала, надо хотя бы... от Ханны Карлсон у меня... на тот момент было 3 раскраски. Маскарад в синий я мало крашу, остальные у меня так, наполовину точно не заполнены, но все-таки хорошенько я так раскрашиваю там. Но я подумала, что хоть наполовину надо раскрасить, хоть одну какую-то, а уж потом приобретать новую. Но также я для себя решила, что если будет хорошая акция, хорошая возможность, то, безусловно, я ее возьму. Вот возможность представилась, за 120 рублей купила, и совесть меня, естественно, не мучает. Обложка тут, типа как soft touch, что-то в этом роде. Конечно, я пленку наклею или куплю обложку, потому что все-таки, когда постоянно раскрашиваешь, вроде, знаете, как... стараешься все протирать, и все равно заляпается. Обзор обязательно сниму. Скорее всего, сегодня и выйдет после. Но иллюстрации очень интересные. Мне, в принципе, как я уже сказала, иллюстратор нравится.
Но вот эта раскраска, как мне кажется, вообще превзошла все ожидания. Это прям мое-мое. Конечно, тут также по-прежнему много лиц, которые я терпеть не могу раскрашивать. Но здесь еще и много грибочков, а их я обожаю красить. Преобладают мухоморы, это еще лучше. Есть и в рамочках иллюстрации, и полностью вся страница есть заполненная. То есть тоже я очень люблю. И сюжетные тут иллюстрации. Короче, крутое издание. По-моему, вот она мне больше всего будет нравиться. И если сейчас у меня активно заполняются дневные грезы, то тут вообще просто хоть вот сначала начинай, все подряд крась, и будет супер. Собственно, как вы знаете, у меня уже давно существует правило, что приобрела раскраску и сразу ее начала, потому что, копится неначатые раскраски. Я уже снимала о неначатых 2 видео. Первый раз у меня было 50 чем-то неначатых раскрасок. Спустя какое-то время я снова пересняла, и там тоже было 50 чем-то, но многое из того, что было в первом видео, я начала, но и дарили новые, и покупала новые, и в итоге пришла опять же к той же самой цифре. Сейчас я думаю, что их, наверное, поменьше. Надо будет, кстати, переснять видео, посмотреть. Но суть в том, что в этом видео я тоже начну эти раскрасочки. Здесь я начну, знаете как, вот эту раскрашу и вот эту. Да, казалось бы, немного, но, во-первых, раскраска будет начатой, а во-вторых, у меня на нее уже будут большие планы, есть большие планы, и в этом видео вряд ли стоит что-то более масштабное здесь раскрашивать, тем более, что вот это вот я обычно никогда не начинаю, поэтому есть смысл именно с этого сегодня и начать. Что касается цветового квеста «Колористик», то здесь, да много тоже чего хочется раскрасить, но начну я, пожалуй, прям вот сначала. Здесь совсем немножко нужно раскрасить. Просто у меня уже маркерный передоз в этом месяце какой-то, хотя я и по карандашами много раскрашивала. Поэтому самое то. В общем, сейчас с чего-нибудь начну. Пусть будет вот это. Сейчас подготовлю маркеры, вернусь к вам. Так что оставайтесь со мной, не переключайтесь. Подбирать буду маркеры вот просто по ходу, вытаскивать с полки нужные. Вот этот маркер мне прям, не знаю, почему-то нравится запах, но тут нет спирта, ничего такого. В смысле, я имею в виду, нет аромата спирта, запаха. Потому что не люблю я такие запахи. Правда, я не могу сказать, что я как-то очень остро на них реагирую. То есть, если даже спиртом пахнет, главное, чтобы не воняло уж совсем, а так спокойно я это терплю. Но здесь пахнет как-то вкусно. Поэтому сейчас пока беру его, потому что уже около года назад он у меня появился. Надо использовать. Так, из 2 выбрала наиболее подходящий. Да, вроде как правильно выбрала. И цвет красивый, и подходит. В общем, хорошо, что раскраска будет уже как-то начало ей положено. Таким образом, потом еще достаются с полки другие раскраски, которые не начаты периодически. И в конце концов их количество уменьшится. Хотя меня не очень-то беспокоит то, что там много неначатых. Но в целом все равно же, раз купила их, нужно же как-то начинать, продвигать. Что они просто так лежат? Но для того, чтобы их продвигать, нужно то, что сейчас покупаешь, все начинать сразу. Это как конкретно для меня.
тогда реально уменьшить количество неначатых. А если покупать, ставить на полку, то оно так, в общем-то, и будет. Или оставаться на одном уровне, или только увеличиваться. Ну а с другой стороны, если что-то очень не нравится, то, может, и не стоит начинать. Стоит потом или продать, или передарить там кому-то. Как вариант. Иллюстрация закончена. Ну, вроде, несмотря на то, что раскрашивать было мало, все равно как-то минут 30 я на это затратила, наверное. А вот сейчас я закрашивала 10 номер, использовала вот маркер, ну, который из набора там 80, что ли, штук. И могу сказать, что я, ну, поскольку большие пространства, сначала обвела быстренько контур тонким наконечником и воспользовалась вот этим большим, которым я вообще, в принципе, особо не пользуюсь, он мне не нравится. Но так вот, разница все равно вот видна. То ли он подсыхает, но я им вообще не пользуюсь. Да, здесь я поняла, что он вроде как подсыхает. Тут вот, видимо, поэтому видна была разница. Темнее, светлее, ну, в общем, странно. Ну, ладно. С обратной стороны выглядит вот так. А черный я брала другой маркер, индекс. Вот. Сейчас я тогда для Ханны Карлсон подберу карандаши, вернусь к вам, и мы еще пораскрашиваем. Канцелярию уже подобрала. Во-первых, я выбрала Берлинга, двухцветные карандаши, которые мне присылала Оксана. Огромное спасибо, привет. Ну и ссылка на канал Оксаны, конечно же, в конечной заставке. Вот. Теперь, я думаю, будем вместе раскрашивать, либо будем какие-то иллюстрации одинаковые выбирать, или просто будем вместе красить. Я выбрала, потому что вот коричневый здесь цвет есть. Я буду рамочку делать. Ну, мэджиком трехцветным, достаточно он толстый, поэтому здесь подойдет вот этот потоньше. Также я выбрала 3 карандаша Vista Artista, не акварельных. Я буду ими раскрашивать листочки. Мастер-класс «Белые ночи», не акварельный, это для грибов, для шляпок, также для грибов 2 полихромоса и 1 дервент серо-лавандовый. Так, ну, BG металлик, это подойдет для короны и вот для вот этого украшения. Возможно, еще буду использовать белую ручку, но это уже в самом конце. В теории вот здесь хорошо бы добавить немножко сухой пастели. Если я ее добавлю, то это будет петербургская пастель, так как она не так сильно пигментирована. Но я пока думаю, потому что, да, и, конечно же, как я говорила, вот здесь я подписывать не буду, потому что все это видно, когда, да, открываешь раскраску. Первое, что бросается в глаза, у меня уже был такой печальный опыт с подписью в Джоанне Бесфорд, поэтому не хочу этого делать. И здесь я еще подумаю, потому что действительно, с одной стороны, сухая пастель здесь вроде как необходима слегка, а с другой не факт. Мало ли опять что пойдет не так, и будет реально очень обидно. В общем, такие материалы. Ну что ж, оставайтесь со мной, давайте приступим. А вообще мне нравится начинать новые раскраски. Особенно, когда вот прям она так заходит. Обычно я сейчас на мухоморах белые пятнышки также закрашиваю красным, а уже поверх прохожусь акрилом. Но здесь немного грибочков, так что проще будет гелевой ручкой. Главное, чтобы она легла нормально сверху, потому что сейчас все больше, знаете, как появляется новых у меня материалов творческих, и из разряда подороже,
И потом, когда ими начинаешь раскрашивать, и сверху, понимаешь, гелевая ручка не всегда ложится. Хорошая, качественная, там не заедает, которая вот у меня Краун, она меня полностью устраивает. Но на некоторые карандаши она отказывается ложиться. И это вот происходит сейчас, в последнее время. А когда начинаешь использовать что-нибудь из старенького, все прекрасно. Вот. К предыдущей иллюстрации я попозже вернусь. Еще сейчас просто на камеру, чтобы было поразнообразнее. Вот. Да, вот здесь плашмя как-то проще раскрашивать двухцветными, потому что у трехцветного как-никак все равно виден эффект, даже если обычным образом карандаш держишь. А тут не всегда. Карандаши здесь ложатся хорошо, вот все, что я уже показала, меня устраивает, и вот эти тоже. Ну, потом попробуем как-нибудь акварельку, и, может быть, акварельные карандаши тоже попробуем. Интересно, как BG Metallic лягут, но, в принципе, они вообще мягкие и никогда нигде не подводили. Вот. Я рассказывала уже, что сейчас я ими пользуюсь меньше, просто потому что Берлинга, там 12 цветов набор. А так они вообще по качеству равноценные. Хотя даже вот недавно тем и другим попользовалась и понимаю, что, может быть, даже BG еще мягче. Супер. Вот сейчас настолько мягко ложатся они. Классные. Очень классные. У нас сейчас погода испортилась, дождик, но у нас такая обещали, вообще даже сегодня ливень. Вот я встала, все пасмурно, и сейчас я уже слышу дождь. Дораскрашивала. Здесь добавила немножко белой гелевой ручки. Фон все-таки, ну вот немножечко пастели, видимо, нужно добавить. Здесь доделала вот... короче говоря, металлик карандаши. Тоже белая ручка, самую малость. Ну, какие-то косяки здесь доделала, исправила, дораскрашивала. Вот еще взяла один карандаш, вот это раскрасила. Вот. Ну, тут я больше ничего уже добавлять не буду. А здесь, да, пожалуй, чуть-чуть сухой пастели сделаю. Я думала, чем делать вот цепочку или ниточку у бус. Тоже использовала вот золотой металлик. Решила, что гелевые ручки именно вот с блестками не буду добавлять. Во-первых, мало ли что, какой здесь, ну, вдруг протечет. И мало ли какие я здесь буду материалы использовать. Вполне вероятно, что буду что-то размывать, хотя, конечно, неразумно, наверное, будет на этой страничке. Может, не, ну чуть-чуть, наверное, можно. Поэтому обошлась, да, карандашами металликами. Ну, в целом, по крайней мере, раскрашена и не испорчена, уже хорошо. А какая будет следующая иллюстрация, я не знаю, пока не решила. Вернее, кое-какие соображения по этому поводу у меня есть, но это я в одном из следующих видео расскажу. Может быть, буду по порядку, может, нет. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.